Всем ассаламу алейкум, всех приветствую. Сегодняшняя наша тема – как евреи приехали в Палестину и как началась оккупация. Почему евреи, веками прожившие в Европе, Америке и других странах, вдруг оказались в Палестине? Как они сюда попали? И как началась оккупация палестинских земель? Это не просто вопрос о миграции, это история колонизации, национального возрождения, войны и потери Родины. Сегодня мы разбираем все шаг за шагом. Перед началом ролика прошу тебя подписаться на канал, поставь лайк на это видео и поделись. Погнали! Часть первая. Сионизм и еврейская миграция. Чтобы понять, как евреи попали в Палестину, надо начинать с конца 19 века. В Европе усиливался антисемизм, в России происходило погромы. В Германии распространились идеи расового превосходства. Многие евреи чувствовали, что нигде не будут в безопасности. В 1897 года австралийский журналист Тедер Герцель основал сионизм – политическое движение за создание еврейского государства в Палестине, которую он считал исторической родиной евреев. Тогда Палестина входила в состав Османской империи. Население было в основном арабским – мусульмане, христиане и небольшая еврейская община. Никто не сомневался, что это их дом. Но сионисты начали скупать землю и привозили еврейских мигрантов. В 1914 году в Палестине проживало около 85 тысяч евреев. В основном это были новые переселенцы. Часть 2. Британский мандат и декларация Бальфура. После Первой мировой войны Османская империя распалась. Палестина перешла под управление Великобритании по решению Лиги наций. Это был британский мандат. И тут происходило ключевое событие – декларация Бальфура 1917 года. Британское правительство заявляет: мы поддерживаем создание национального дома для еврейского народа в Палестине при условии, что право существующего населения не будет ущемлено. Но обещание невозможно было выполнить, земля уже была занята. Более 90% арабского населения не давали согласия на раздел своей страны. С 1920-х по 1940-е годы резко возросла еврейская миграция, особенно после Холокоста. К 1947 года евреи составили около 33% населения, но владели менее чем 7% земли в Палестине. Тем не менее, напряженность росла. Часть 3. Решение ООН и 1948 года. Рождение Израиль и Никба. В 1947 году ООН предлагает план раздела Палестины на два государства – еврейское и арабское. При этом евреи получали 56% территории, хотя владели меньшей ее частью и составляют меньшинство населения. Еврейское руководство принимает план. Арабское население Палестины и соседние страны отвергают его. Они считают, что это нарушает право на самоопределение. 14 мая 1948 года провозглашение государства Израиль. На следующий день 5 арабских армий вошли в Палестину, чтобы остановить это. И так началась Первая арабская и израильская война. Израиль побеждает, но цена огромная. 700 тысяч палестинцев, почти 80% арабского населения с западного берега и Галилеи вынуждены бежать и изгнаны из своих домов. Для палестинцев это Никба, катастрофа. Деревни стираются с лица земли, ключи от домов передаются из поколения в поколение, родина потеряна. Часть 4. В 1967 года шестидневная война и оккупация. В 1967 году Израиль существует уже 19 лет, но ее границы не признаны. Между Израилем, Египтом, Иорданией и Сирией нарастает напряженность. В июле 1967 года начинается шестидневная война.
Израиль наносит превентивный удар и одерживает победу. В результате он захватывает западный берег, ранее контролировался Иорданией, сектор Газа под управлением Египта, Восточный Иерусалим, Голландские высоты в Сирии, Синайский полуостров у Египта. С этого момента начинается военная оккупация палестинских территорий. Миллионы палестинцев оказываются под контролем Израиля. Израиль начинает строить поселения, еврейских города и кварталы на оккупационных землях. Это нарушает 4-ю Женевскую конвенцию, запрещающую оккупирующей державе переселять свое население на захваченные территории. Часть 5. От интифады до блокады Газа. С 1967 года палестинцы живут в условиях оккупации. Пропускной режим, аресты, снос домов, ограничения продвижения. В 1987 года вспыхивает первая интифада, народное восстание. Молодые палестинцы бросают камни в солдат, Израиль жестко подавляет протесты. В 2006 году в Палестине проходят выборы. Побеждает Хамас, исламское движение, которое отказывается признавать Израиль. В 2007 году Хамас получает контроль над сектором Газа. Израиль вместе с Египтом вводят полную блокаду. Газа превращается в одну из самых густонаселенных и закрытых территорий в мире. С тех пор повторяется один и тот же сценарий. Ракеты, авиаудары Израиля, тысячи погибших, в основном среди гражданского населения. Особенно тяжело приходится детям. Когда мы говорим о оккупации, мы имеем в виду реальность, в которой миллионы палестинцев живут без полной свободы, без своего государства, без контроля над своей землей, водой и границей. Да, евреи вернулись сюда в поисках безопасности, но их возвращение обернулось для другого народа потерей дома. История не знает простых ответов, но она требует, чтобы мы увидели оба стороны. Потому что справедливый мир возможен только тогда, когда никто не будет принесен в жертву ради другого. Если это видео вам помогло разобраться в сложности истории, поставьте лайк на это видео, подпишитесь на канал, поделитесь. Потому что знание – первый шаг к пониманию. С вами был FLC News. До скорой встречи.